안녕하세요. 한국어 강의를 맡은 이Tатьяna입니다. Здравствуйте. С вами вновь курс корейского языка для домохозяек. И я, Татьяна. На прошлом уроке мы с вами изучили несколько полезных фраз и выражений, которые чаще всего используются при телефонном разговоре. Надеюсь, что в течение этой недели вы успели использовать и слова, и выражения, и грамматику, которую мы изучали. Надеюсь, вы не забыли, что самое главное – это практика, что самое главное – это использовать те знания, которые у вас есть, несмотря на то, что вы порой, может быть, не уверены где-то в своем произношении или в грамматике. Однако не забывайте, что это было всего лишь начало. У нас впереди с вами еще много интересного и неизведанного. Сегодняшний наш урок также будет строиться по такому же порядку. То есть сначала мы пройдем некоторые выражения и фразы, новые слова, потом мы пройдем с вами грамматику и в конце уже закрепим все с помощью упражнений. Не опускайте руки и не расстраивайтесь, если что-то не получается сразу, ведь ничто не дается прямо так, за раз. Мы с вами все будем закреплять, повторять, и по прошествии нашего курса, я уверена, вы будете чувствовать себя намного увереннее в корейском языке. Итак, пожалуй, начнем. Живя в Корее, вам наверняка приходилось не раз, хоть раз побывать на здешнем корейском рынке. Когда я первый раз очутилась в Корее, и я в первую очередь, конечно же, пошла на базар, посмотреть, как здесь все устроено на здешнем рынке. Первое, что меня удивило, это прежде всего само расположение рынка. Я долгое время искала, где тут базар, где тут рынок. Оказалось, что он прямо передо мной. То есть, как мне показалось, здешний рынок расположен прямо посреди жилых домов, среди жилых кварталов. Также второе, что мне бросилось в глаза, это то, что хозяева прилавков совершенно, казалось бы, не боятся оставить свой товар без присмотра. То есть они не боятся, что кто-то без их ведома что-то утащит. Но это, конечно, мой опыт. Я думаю, что у вас свое впечатление, и у вас были свои какие-то отметки по этому поводу. Однако вы со мной наверняка согласитесь, то, что здешний рынок прежде всего обозначает то, что вы можете купить все самое свежее и вкусное по самой невысокой цене. Итак, как вы догадались, сегодняшняя наша тема – это тема «Продуктовый базар». И центральная фраза, которая нам всем пригождается, когда мы ходим на базар, это фраза «дайте дешевле». По-корейски это звучит «좀 싸게 해주세요». «좀 싸게 해주세요». Эту фразу мы изучим поподробнее, и также ряд других фраз на нашем уроке. А теперь давайте представим такую ситуацию. Например, вам нужно сходить на базар, купить кое-какие продукты. Как вы будете при этом торговаться, например? Или как вы будете при этом просить то или иное подать, или, например, спрашивать цену? В этом нам поможет разобраться наша бессменная героиня Анна. Итак, давайте послушаем диалог. 대화 한번 들어볼까요? 아저씨, 배추 한 포기에 얼마예요? 2,500원이에요. 오이는 어떻게 해요? 2개에 1,000원이에요. 얼마나 드릴까요? 한 개만 주세요. 네, 여기요. 그리고 배추 좀 싸게 해주세요. 6,000원에 3포기 주세요. 그럼 6,500원만 줘요. 네, 고맙습니다. Думаю, что вам совсем было несложно понять общий смысл этого диалога. Правильно, он проходил между Анной и продавцом на базаре. Но для того, чтобы разобрать этот диалог поподробнее, мы сначала рассмотрим с вами новые слова. Итак, новые слова, которые нам встретились в этом диалоге. Первое слово – это слово «печу». «Печу». «Печу» по-корейски означает листовая капуста. Или, как мы еще ее называем, корейская капуста или китайская капуста, пекинская капуста. Наверняка вы ее не раз видели, даже если не в сыром виде, то хотя бы в готовом виде, в виде салата, который называется кимчи.
А следующее слово поги. Поги. Поги по-корейски означает качан. То есть это счетное слово, мы к нему еще вернемся. Для того, чтобы увидеть, как использовать эти слова, давайте рассмотрим один пример. 배추 한 포기 사고 싶어요. 배추 한 포기 사고 싶어요. Я хочу купить 1 качан капусты. Следующее новое слово – это слово «ольма». «Ольма» по-русски можно перевести в виде вопросительного слова «сколько?», но только когда речь идет о стоимости. Например, 이 당근은 얼마예요? 이 당근은 얼마예요? Сколько стоит эта морковь? Почем морковь? Следующее слово достаточно похоже на предыдущее. Звучит как 얼마나. 얼마나. 얼마나 тоже можно перевести как «сколько», но только когда мы используем это слово, когда имеем в виду количество, когда указываем на число. То есть в примере это можно увидеть. 고기 얼마나 필요해요? 고기 얼마나 필요해요? То есть сколько вам нужно мяса? Чувствуете разницу? Следующее слово «сада». «Сада». «Сада» по-корейски означает «дешевый». Антоним к этому слову слово «писада». «Писада». Соответственно, «дорогой». Если взять пример, можно составить такое предложение. 오이는 싸고 토마토는 비싸요. 오이는 싸고 토마토는 비싸요. Огурцы дешевые, а помидоры дорогие. 배추, 포기, 얼마, 얼마나, 싸다, 비싸다. Аналогичное упражнение вы можете сделать со словом, например, «сада» или «писсада». Итак, давайте вернемся к нашему диалогу. Сейчас мы посмотрим воочию, что сказала Анна и что сказал продавец на базаре. Разбирая диалог, обратите внимание на новые слова и выражения, которые встречаются в нем, а также заодно проверьте, правильно ли вы поняли смысл этого диалога и смысл слов во время первого прослушивания. Итак, давайте посмотрим наш диалог. Итак, давайте вспомним, что сказала Анна в начале нашего диалога. 아저씨, 배추 한 포기에 얼마예요? 아저씨, 배추 한 포기에 얼마예요? Дядюшка, то есть это обращение к взрослому мужчине. Похожее слово по функциям, по роли, есть для женщины. Для женщины в возрасте незнакомой употребляется слово аджумони. Аджумони. Так, в нашем случае был мужчина, поэтому у нас аджоси. 배추 한 포기, вам уже известно, означает 1 качан капусты. 얼마예요? Сколько стоит? Итак, сколько стоит 1 качан капусты? Ответ продавца 2,500원이에요. 2,500원이에요. 2500 вон. 2500 вон, и после этого стоит глагол, то есть есть. То есть цена это 2500 вон. Можно так дословно перевести. Следующее. 오이는 어떻게 해요? 오이는 어떻게 해요? Огурцы как продаете? В данном случае слово 해요, то есть делать, заменяет слово продавать. Таким образом, 오이는 어떻게 해요 можно перевести на русский просто. А огурцы почем? А огурцы как продаете? Дословно. Ответ продавца 2개에 1,000원이에요. 2개에
1,000원이에요. 1000 вон за 2 штуки. То есть туге это 2 штуки или парочка, да? В данном случае это окончание можно перевести на русский язык как за. То есть за пару 1000 вон. 얼마나 드릴까요? Сколько вам дать? 얼마나 드릴까요? 한 개만 주세요. 한 개만 주세요. Дайте только одну штуку. То есть дайте один огурчик, да? 한 개만 주세요. 네, 여기에요. 네, 여기요. Да, вот, пожалуйста. Вот, держите. 그리고 배추 좀 싸게 해주세요. 그리고 배추 좀 싸게 해주세요. И дайте, пожалуйста, капусту немного дешевле. 좀 싸게. чуть-чуть дешевле. 6,000원에 세 포기 주세요. 6,000원에 세 포기 주세요. То есть дайте 3 кочана за 6000. Как мы уже проходили, за 6000 вон. 그럼 6,500원만 줘요. 그럼 6,500원만 줘요. Ну хорошо. Дайте хотя бы 6500. Вон, естественно. Дайте хотя бы 6500 вон. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. То есть, да, спасибо. Думаю, что теперь почти все вопросы касательно этого диалога у вас отпали. Осталось только сфокусировать наше внимание только на 2 моментах по грамматике. Итак, в нашем диалоге мы встретили такое слово, как поги. Как я говорила, мы к нему вернулись. Слово поги на самом деле может обозначать не только качан капусты, также он может означать, например, куст или растение, или корневище, корень, в зависимости от того, о чем идет речь. Дело в том, что в корейском языке существуют так называемые счетные слова, которые употребляются вместе с самими числительными и существительными. Например, печу хан поги, 1 качан капусты. Как вы видите, порядок слов следующий. Сначала существительное, потом числительное, а потом уже счетное слово. Но есть особенные такие числительные, всего их 5, которые употребляются с счетными словами в сокращенном виде. Это циферки 1, 2, 3, 4 и 20. Вспомним, как они звучат на корейском языке. Хана сокращается в хан. Хана, хан. Туль сокращается в ту. Ту. Сет сокращается в се. Нет сокращается в не. Сымуль становится сыму. Сыму. То есть счетные слова в корейском языке употребляются в строгом классифицированном порядке. То есть для определенного класса предметов, для определенной категории предметов свое счетное слово. Например, для машин свое счетное слово, для домов другое, для людей, для человека, например, следующее. Сегодня мы с вами разберем несколько таких счетных слов, которые в дальнейшем могут вам пригодиться на базаре. Итак, первое счетное слово вам уже знакомо. Это слово поги. Поги – это счетное слово для капусты. Можно его перевести как слово качан или для других растений, которые, как я говорила, имеют качанообразную, так скажем, кустовидную форму. Следующее счетное слово, которое мы разберем, это
ке. Ке – это счетное слово, которое на русский язык можно перевести просто штука или штуки. Да, например, два яблока, 2 штуки, например, или 2 огурца мы употребляем с таким словом. То есть ои, например, туге. Следующее слово тан. Тан употребляется с числительными, когда мы указываем пучки или связки чего-то. Ну, например, пучок лука или пучок какой-то еще зелени. Будет звучать это следующим образом. Например, седан 좀 주세요. Дайте, пожалуйста, 3 пучка зеленого лука. Следующее слово пан. Слово пан употребляется для указания решеток яиц. То есть мы можем сказать керан ту пан. Керан ту пан. 2 решетки яиц. И последнее слово мари. Мари употребляется для счета животных. То есть так хан мари. Например, курицу 1. Или, например, 1 штуку курицу. Так хан мари. А теперь давайте рассмотрим, как употребляются эти счетные слова на примерах. Обратите внимание на расположение счетных слов, где они употребляются, и на числительные, которые имеют сокращенный вид. Итак, 배추 4포기 주세요. 배추 4포기 주세요. Дайте 4 кочана капусты. 오이 5개 주세요. 오이 5개 주세요. Дайте 5 огурцов. То есть дословно огурцов 5 штук. Следующее слово со словом дан. 파 3단 좀 싸주세요. 파 3단 좀 싸주세요. Купите 3 пучка лука. 계란 2판 좀 싸주세요. 계란 2판 좀 싸주세요. Купите 2 решетки яиц. И последнее со словом мари. 닭 한 마리만 살 거예요. 닭 한 마리만 살 거예요. Куплю только 1 курицу. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это окончание «ке». Оно также нам встречалось в нашем диалоге в слове «саге» – «дешево». Итак, это окончание, присоединяясь к основе прилагательного, образует наречие. Давайте посмотрим на примерах, как это происходит. 사과를 좀 싸게 주세요. 사과를 좀 싸게 주세요. Яблоки дайте подешевле. 고기를 비싸게 샀어요. 고기를 비싸게 샀어요. мясо дорого купил. 꽃이 예쁘게 피었어요. 꽃이 예쁘게 피었어요. Расцвели красиво цветы. А теперь давайте послушаем наш диалог еще раз, для того, чтобы убедиться, что нам все понятно, что не осталось никаких не рассмотренных моментов, а также для того, чтобы привыкнуть к новой лексике и к новой грамматике на слух. Итак, послушаем диалог. 대화 한번 다시 들어볼까요? 아저씨, 배추 한 포기에 얼마예요? 2,500원이에요. 오이는 어떻게 해요? 2개에 1,000원이에요. 얼마나 드릴까요? 1개만 주세요. 네, 여기요. 그리고 배추 좀 싸게 해주세요. 6,000원에 3포기 주세요. 그럼 6,500원만 줘요.
네, 고맙습니다. А теперь давайте повторим и выучим несколько действительно полезных, практически полезных фраз, которые вы сможете употреблять при походе на базар. Это такие фразы, как, например, «дайте дешевле» или «сколько стоит» и так далее. Итак, первая фраза. Сколько стоит один качан капусты? 배추 한 포기에 얼마예요? 배추 한 포기에 얼마예요? 오이 한 개만 주세요. Дайте один огурец. 오이 한 개만 주세요. 배추 좀 싸게 해주세요. Дайте капусту подешевле. 배추 좀 싸게 해주세요. А теперь мы с вами попробуем сделать несколько упражнений на пройденную грамматику и на новые слова. Первое упражнение будет на счетные слова. То есть с помощью этого упражнения вы сможете сами убедиться, что, во-первых, они употребляются после указания числительных, и, во-вторых, то, что для каждого существительного есть свое счетное слово. Итак, приступим. В этом предложении нам необходимо составить предложение по данному примеру. То есть мы видим на картинке предметы в определенном количестве. В данном случае 4 редьки. Таким образом мы составляем предложение «Му неге 주세요», то есть «дайте 4 редьки». Итак, первое упражнение мы видим на картинке капусту, то есть 배추. 4 штуки. Соответственно, 배추 네 포기 주세요. правильно. 배추 네 포기 주세요. Следующее упражнение. Мы видим яблоки. 5 яблок. Таким образом, мы составляем предложение. Получается 사과 5개 주세요. правильно. 사과 5개 주세요. Следующее. Мы видим на картинке 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пучков зеленого лука. Таким образом, у нас получается предложение 파 6단 주세요. 파 6단 пучков 주세요. Дайте 6 пучков лука. Следующее. Мы видим 3 решетки яиц. Таким образом, у нас получается 계란 3판 주세요. Итак, 계란 3판 주세요. И последнее. Мы видим на картинке, это хорошенькие такие кальмары. 2 кальмара. Таким образом, получается 오징어 2 마리, поскольку это животные. 오징어 2 마리 주세요. 오징어 2 마리 주세요. Итак, мы закончили наше упражнение на счетные слова. А теперь мы с вами сделаем упражнение на окончание «ге». Как вы помните, оно присоединяется к основе прилагательного и образует наречие. Итак, посмотрим упражнение. В этом упражнении нам необходимо преобразовать предложение, как указано на примере, с помощью слова, указанного в скобках. То есть «책을 읽었어요». Книгу прочитал.
В скобках дано слово «интересный». Таким образом, мы преобразовываем это предложение с помощью этого слова «책을 재미있게 읽었어요». Получилось «книгу интересно, с интересом прочитал». Попробуем сделать сами. Итак, мы видим предложение «우리는 살아요». В скобках дано слово «행복하다», «счастливый». Получается «우리는 행복하게 살아요». 우리는 행복하게 살아요. То есть мы счастливо живем. Следующее упражнение. 손을 씻어요. Мою руки. В скобках 깨끗하다. Чистый. Получается мою чисто руки. 손을 깨끗하게 씻어요. Следующее. Мы видим предложение 어제 귤을 샀어요. Вчера купил мандарины. И в скобках мы видим слово сада, то есть дешевый. Таким образом, у нас получается предложение вчера дешево по дешевке купил мандарины. Что мы видим? 어제 귤을 싸게 샀어요. То есть вчера купил мандарины по дешевке. Следующее. 불고기를 먹었어요. 불고기를 먹었어요. То есть покушал 불고기. 불고기, вы знаете, это мясное блюдо корейское. И в скобках мы видим слово 맛있다. Вкусный. Таким образом, у нас получается предложение с наречием «вкусно». 불고기를 맛있게 먹었어요. То есть вкусно поел 불고기. Следующее упражнение. 그 사람은 말했어요. Он, то есть тот человек, сказал. В скобках «크다» – большой или относительно звука громкий. Таким образом, у нас получается «он громко сказал». Что у нас получилось на корейском языке? 그 사람은 크게 말했어요. То есть он громко сказал. Теперь я думаю, я надеюсь, что знания, приобретенные после данного занятия, вам принесут практическую пользу. И даже, может быть, не только практическую пользу, но и финансовую выгоду, поскольку теперь вы можете самостоятельно торговаться на базаре. Главное, не бойтесь делать какие-то грамматические ошибки, не бойтесь говорить, повторяйте и употребляйте все то, что вы знаете. А пока я с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго, здоровья, благополучия. До следующей недели. 안녕히 계십시오.